Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы хотим с вами поделиться словами, фразами, которые нужно говорить себе. Благодаря этим словам вы сможете добиться очень многого в жизни. Это очень важные слова, о которых многие люди или не знают, или вообще позабыли, а зря. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной и интересной информации для каждого человека. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, проверьте, включен ли у вас колокольчик и опция «Все уведомления», обязательно ставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете финансового благополучия, изобилия, достатка. Обязательно, пусть и другие люди узнают об этом видео. Вы знаете, в нашей жизни бывает так, что начинается какая-то полоса, и не все ладится в этот период. И у людей начинают опускаться руки, потому что возникают сомнения в том, а на что мы способны и чего мы можем с вами добиться. Вы знаете, эти мысли, как правило, они не всегда хорошие, они начинают притягивать к нам негатив. И еще тем самым больше усугублять ситуацию. Вы знаете, у нас как снежный ком начинает появляться еще больше и больше проблем и всевозможных неудач. И через время у нас появляется стена, которая свита нами из негатива и через которую становится невозможно пройти. Да, это мы не видим в нашем материальном мире, но в нематериальном мире, на энергетическом плане, мы вот так вот допускаем по отношению к себе. Поэтому, чтобы этого не допустить, такие моменты нельзя подпускать к себе потоки негативных энергий, разрушительных энергий, а наоборот стараться изменить их потоками из положительных энергий, которые помогут продолжать вам двигаться вперед и быстрее пройти через этот не очень удачный период в жизни, а также добиться успехов в новых делах и начинаниях. Поэтому помните, что нельзя забывать, что все зависит от вас, от того, как вы настроитесь в данный период и какой план действий вы сами для себя выберете. Также не забывайте в тот или иной период своего времени использовать свою интуицию, потому что она вам поможет выбрать правильное для вас направление. Выбирайте только свое направление, не нужно прислушиваться к мнению окружающих людей, потому что часто чужие люди пытаются вас остановить или сбить с пути, например, или из-за зависти, или из-за злости, или из-за того, что они ощущают, что вы способны на больше, чем они даже подумать могли. Поэтому думайте об этом. Да, вы можете спросить у своих родственников, у своих близких людей, у друзей их мнение по отношению к той или иной ситуации. У одних, у вторых и третьих. А после этого прийти домой и, знаете, сделать определенные выводы для себя. Не знаете, у нас благо есть сейчас интернет, у всех мобильные телефоны есть, и вы можете спокойно обратиться в интернет и почитать очень много важной для себя информации. Есть всевозможные сейчас форумы, отзывики и так далее, и так далее, где люди делятся своей информацией. И вы можете узнать и после этого уже принять сами решение. Вот это будет правильнее. Но, кроме всего, вам нужно еще и подумать о том, чтобы вы жили с правильными помыслами, с настроем. И это очень важный шаг, сделав который, вам дальше будет легче двигаться в выбранном вами направлении, никем другим. Поэтому в этот период избавляйтесь от всех сомнений. Да, они будут вам только мешать, но также не заполняйте свою голову ненужными мыслями, такими как «а может нужно было сделать все по-другому». Вы должны понимать, что именно такие вот слова, они сбивают вас с толку. Вы должны думать по-другому. Как? А вот так вот.
нужно, то есть вне зависимости от того, вот вы уже сделали, наступило это событие, ничего мы не изменим, надо принять его и двигаться дальше. И только так будет правильно, как я делаю. Вот эта фраза очень важна, только так будет правильно, как я делаю. И тогда у вас начнет все легко получаться. Вы будете притягивать к себе действительно положительные, созидательные энергии и отталкивать любой негатив и любой деструктив. Следующим шагом ничего никогда не откладывайте на потом. Как только надумали что-то изменить или что-то сделать, сразу приступайте. А если будете откладывать на завтра, на потом, вы должны понимать, что у вас ничего не выйдет. Вы не только притягиваете такими действиями негатив, но и перекрываете поступление потоков энергии к себе, создав вокруг себя энергетический застой. Вы не сможете добиться желаемого, и ваши мысли навсегда останутся только вашими мыслями. А вот когда у вас возникнет вопрос, делать или нет, это сейчас, всегда отвечайте «делать» и приступайте к действиям. Потому что это именно самая вот та правильная мотивация и тот правильный путь. И обязательно говорите такую фразу «я сделаю это сейчас». И тогда вы сможете быстро добиться положительных изменений. И видя это все, пожалуйста, не останавливайтесь. Продолжайте двигаться дальше. Ваши достижения будут хорошей мотивацией, и ни в коем случае ничего не оставляйте на потом и не откладывайте новые шаги. Следующим шагом вы должны уяснить для себя, что вы имеете все то, что вы заслуживаете. Если вы довольствуетесь малым и не стремитесь осуществить свою какую-то мечту, а затем еще одну, а останавливаетесь на половине пути, значит вас все просто устраивает, и вы не нуждаетесь в положительных изменениях. Но если вы хотите добиться большего, получить то, чего на данном этапе у вас нет, пожалуйста, вот действуйте, настраивайтесь правильно, говорите себе каждый день: я заслуживаю большего, чем у меня есть, и вы увидите, как с каждым днем у вас больше будет появляться что-то новое. Следующим шагом никогда не сомневайтесь в себе. Если даже произошла какая-то заминка, и с первого раза у вас, например, что-то не получилось, тогда в таком случае говорите такую фразу: «Я знаю, что я все смогу и совсем справлюсь». Это очень правильный настрой. Никогда не сомневайтесь в своих возможностях, потому что кто, если не вы? Кто, если не вы, это сделает? Да, страх присутствует у всех людей. Это инстинкт такой. Такой он выработался исторически. Но главное вовремя этот страх от себя отогнать, не позволить ему развиваться, ведь его присутствие тянет вас все время только назад. Если вы позволите страху побороть вас, это будет означать, что вы опустили руки и не сможете больше двигаться вперед. Что вы согласны получить только то, что у вас есть. Поэтому быстро избавиться от страха не под силу никому. Но иначе вы увидите, что в этом нет ничего сложного. Главное один раз перешагнуть через него. При этом обязательно повторяйте следующую фразу: «Я ничего не боюсь, страх мне не присущий». И с каждым новым шагом страх будет отходить на задний план, а затем и вовсе уйдет. Следующий шаг, который вам предстоит сделать, это никогда, ни при каких обстоятельствах не считать себя неудачником. Даже если получается не все так, как вам хочется. Если не все получается легко и дорога к достижениям непростая, повторяйте себе следующую эту магическую фразу: «Я не неудачник, у меня своя дорога, и результат превзойдет все ожидания». И у вас обязательно все получится. Иногда просто нужно не спешить с определенными выводами и постепенно двигаться к поставленной цели. Пользуйтесь следующим девизом, он очень сильно помог многим людям. А он звучит следующим образом: «Я никогда не отступлю от поставленной цели и обязательно, несмотря ни на что, к ней приду». Не забывайте также постоянно прислушиваться к себе.
верить в себя, верить в свой успех. Не сворачивайте никогда с выбранного пути. Обдумывайте, пожалуйста, все свои действия хорошо и не спеша. Возможно, у вас это с первого раза не получится. Это нормально. Вспомните себя в детстве. Неужели вы, перейдя в первый класс, вы сразу начали читать целые тексты? Вряд ли у вас такое было. Вы постепенно, потихонечку нарабатывали и пришли к тому, что вы начали читать. Так же самое с цифрами, с написанием и так далее. А изучение другого языка или самый простой вариант, как вы стали водителем? Неужели вы сели за руль и сразу поехали? Нет, сначала вы теорию проходили, наверное, потом вы изучали все, в том числе изучали все знаки, потом вы сели за руль с человеком, который вас обучал, после того вы сдали экзамен, то есть был целый был процесс, который не произошел буквально за один день, поэтому все нормально, если у вас не получается. Если вы пришли на одно собеседование и вам отказали, это не значит, что у вас ничего не получилось. Может даже лучше, что вы в эту компанию не устроились, вы не знаете, есть ли у нее проблемы, какой коллектив, как зарплату выплачивают вовремя и так далее, и так далее. Может лучше, что высшие силы вас убрали с этого места. Не переживайте, ищите, продолжайте дальше, вы найдете то, что действительно для вас высшие силы, ваш ангел-хранители нашли, подобрали для вас. Но, пожалуйста, не сидите дома, не сидите на месте, всегда мотивируйте себя, и вы сможете действительно многое. Помните о том, что все зависит только от вас, не от друзей, не от знакомых, не от родителей, не от кого, только от вас. Если вы будете сидеть дома и ничего не делать, и думать о том, ну как же я могу заработать деньги, да, очень много информации в интернете, но эту информацию нужно постоянно просеивать и находить вот те зерна, которые вам действительно нужны.